Друзья, всем привет! Хорошая информация для украинских беженцев, которые уже приехали в Германию после 1 апреля 2025 года или только собираются в Германию попасть. А почему она хорошая? Потому что в Германии вот этот вот закон, даже я скажу не закон, а пока только намерение, которое было озвучено в коалиционном соглашении о том, чтобы украинские беженцы, вновь прибывшие после 1 апреля 2025 года на территорию ФРГ, они не получали денежное пособие Бюргергельд. Для этого, соответственно, должны быть внесены изменения в законодательство и, соответственно, в настоящее время этих изменений пока нет. И вообще этот закон, вся эта тема, все это предложение пока тормозится на политическом уровне. И как раз таки в этом ролике я вам расскажу по этой тематике. Кому эта тема интересна, смотрите, друзья, это видео до конца, подпишитесь на канал, и вы будете разбираться в этой теме. И у вас будет возможность высказать свое мнение в комментариях. На фоне продолжающейся войны в Украине и более 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили временную защиту на территории Германии, новое правительство Германии уже заявило еще до выборов, и сейчас придерживается такой позиции, и планирует изменить правила предоставления социальной помощи для украинских беженцев. Однако реализация этой инициативы по отмене выплат денежного пособия Бюргергельд наталкиваются на серьезные препятствия, и федеральное правительство обещало максимально в быстрые сроки, как только их изберут, как только Мерц станет канцлером, принять и реализовать эту реформу. Но законопроекта по-прежнему нет, а критики становится еще больше. То есть прошло 4 месяца, как сказали, что вновь украинские беженцы, которые прибывают, уже больше не будут получать Бюргергельд, они все равно продолжают получать Бюргергельд. Почему? Потому что, чтобы это изменить, необходимо внести законодательные изменения, а они их пока даже еще никто публично и не показал народу. Однако на деле, как пишут немецкие СМИ, эта инициатива пока не получила никакого законодательного оформления. То есть, по сути, мы что имеем? По сути, мы имеем пустые разговоры. Да, прописали это в коалиционном соглашении, но коалиционное соглашение это не закон, это, скажем так, документ партийный. Они это все озвучили, прошло 4 месяца, больше, 5 месяцев, как только Мерц стал канцлером, и все, ВОЗ и ныне там. Федеральное министерство труда и социальных дел Германии признало, реализация задуманных изменений потребует поправок сразу в нескольких законах. В частности, закон о Бюргергельд, это социальный кодекс, и закон о беженцах, Азюль. До принятия нового закона выплаты украинским беженцам будут производиться по текущему законодательству. Это то, о чем я говорил. Я, по-моему, на прошлой неделе или 2 недели назад я спрашивал мне люди звонили, украинцы, я у них спрашивал, друзья, они только прибыли в мае, кто прибыл в апреле, то есть после 1 апреля. Я говорю, что вам там говорят, как вас оформляют, вы будете получать Бюргергельд или не будете? Они говорят, нет, всех подряд оформляют, и мы все получаем денежное пособие Бюргергельд. Все, речи быть о том, чтобы мы получали пособие, которое получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, даже никто не заикается. Все, мы получали, как раз оформляли нас, так нас и продолжают оформлять. Вот и все. В планах правительства так называемый правовой переход, то есть перевод украинцев из системы социальной помощи, то есть социального кодекса и Бюргергельд в систему помощи, которую получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. То есть этот процесс должен быть изменен на законодательном уровне, а не просто публично озвучен. Этого мало. Однако, как отмечают в Министерстве социальной политики Саксонии-Анхальт, нет ни единого проекта закона, ни согласований между федерацией, регионами и муниципалитетами. То есть не то, что нет закона, даже проекта нету, так еще даже и не начинали согласовывать этот процесс. Это же тоже организационный момент.
Ну, отменить бюргергельд, а как люди будут там жить? А оплачивать должно ли им государство, эти муниципалитеты, им проживание, например, в частных квартирах там, и так далее. То есть там масса вопросов. Эти масса вопросов перед тем, как принять этот закон, должны быть согласованы между федерациями, регионами, землями и муниципалитетами. То есть должны прийти к общему знаменателю, прежде чем потом менять этот закон. Нету ни согласований, нету ни законопроекта. То есть даже почитать его нельзя, что-то предлагается. Федеральное министерство труда уточнило также, что с начала работы нового правительства в мае 2025 года совместно с регионами и ассоциациями ведется работа над этой реформой. И этот законопроект входит в экстренную программу коалиции. Ну, начали по сути оправдываться. Журналисты начали им задавать вопросы, как же так, друзья, вы прокричали, что с 1 апреля будут изменения, тут население Германии ждет справедливости, потому что многие считают, что это несправедливо, потому что иностранцы, граждане Украины приезжают и получают денежное пособие бюргергельд. Сделайте справедливым это, не должны они получать, пусть получают как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Ну, в какой-то мере это и правильно, да? Сразу приравняли в правах гражданам Германии. Вот. То есть люди ждут справедливости, граждане Германии. Это знало правительство, это знала коалиция, они об этом заявили, и все. И прошло 4 месяца, а ВОЗ и ныне там. Местные власти предупреждают, что огромные бюрократические затраты и дублирование функций неизбежны. И особенно при различии правил для новых и старых беженцев. То есть вообще... Я изначально говорил, когда только я узнал об этой информации, что вот я высказал свое мнение, вот, друзья, тоже вот послушайте его, а потом напишите в комментариях, что вы думаете. Я считаю, что это тоже будет несправедливо. Да? Это порождает социальную несправедливость между гражданами Украины, которые находятся в Германии. То есть одни, которые прибыли до 1 апреля, к примеру, условно, так как вот публично это заявлено было, да, получают бюргергельд, а те якобы, которые будут прибывать после 1 апреля, получать бюргергельд не будут. Но это не социальная справедливость среди иностранных граждан, которых очень огромное количество проживает в Германии, внутри Германии. То есть вы или отменяете всем гражданам Украины бюргергельд, или платите его всем. Но так разделять тоже это неправильно. Ну вот напишите свое мнение в комментариях. Я считаю, что это неправильно. Критика раздается и по поводу попытки сделать изменения задним числом с 1 апреля. То есть закон обратной силы не имеет, поэтому это нереально сделать и по Конституции. Это в Украине так можно сделать. Это я рассказывал, когда они приняли закон, да, и Украина так шла, но потом они тоже изменили, потому что, видать, кто-то из Европы позвонил и сказал: вы что делаете, вы вообще нарушаете основы вообще права всего, да. Значит, в Украине это было. Это когда мужчины получили, заказали паспорта свои заграничные, мужчины мобилизационного возраста, до 24 апреля 2024 года, до того, когда были внесены в Украине законодательные изменения, что надо резерв плюс иметь, чтобы паспорт получить. Мужчины заказали до этой даты. Значит, закон вступил в силу 24 апреля. Паспорта были готовы в марте. Но им все равно не выдавали паспорта, ссылаясь на этот новый закон, который не может по Конституции Украины иметь обратную силу. Я снимал об этом тоже ролик, да? Вот. И в Украине это нормально. То есть считают нормально, никто никаких вопросов не задает. И это, ну, то есть людям делали нервы, не выдавали паспорта незаконно, да? Ссылаясь на закон, который к ним, к их ситуации никакого отношения не имел. То есть тупо чиновники Украины нарушали законодательство и Конституцию Украины. Но в Украине это работает. Ну там же демократия, там же все нормально. Вот в Германии сейчас тоже об этом прокричали, что это с 1 числа. И сразу видите, какой переполох. Как это с 1 апреля? Задним числом вы хотите законы изменить? Ну такого не бывает. Но в Германии это не пройдет 100%, я уверен. То есть никто с 1 апреля, понятно, это прокричали, это чистый популизм. Никто такой закон в Германии не примут, потому что в Германии соблюдается законодательство. В отличие от Украины, это действительно страна, где закон и верховенство права и закона соблюдаются всеми ветками власти. Министерство соцполитики Саксонии-Анхальт называет это чрезвычайно сомнительным шагом.
подчеркивая, что если цель ограничить доступ новых беженцев к Бюргергельд, это должно происходить только после вступления закона в силу и ни в коем случае не задним числом. Это то, о чем я говорил. Ну тут понятно, само Министерство социальной политики, оно действительно об этом, скажем так, публично тоже заявило, что это будет неправильно и высказало свою позицию. И поверьте, за такую позицию, да, которая идет вразрез, скажем так, тому, что объявила коалиция действующая, никто министра не уволит. В Украине бы уже давно он с должности слетел, если бы он что-то бы сказал не то или против, например, того, что заявила власть, например. Уже бы давно его не было, или в тюрьме бы сидел, или бы уволили его. Здесь нормально, вы видите, да? Значит, особое внимание уделяется и рискам для интеграции беженцев. При переходе в систему получения пособий Азюль, да, для беженцев исчезает связь между выплатами и программами трудоустройства. Это особенно критично, учитывая планы властей по активному вовлечению украинцев в рынок труда. Что тут имеется в виду? Когда граждане Украины получают в Германии временную защиту, они наделены всеми социальными правами, как и граждане Германии, плюс они сразу могут выходить на работу. Беженцы, которые прибывают из стран Африки и Ближнего Востока, они не могут сразу, даже если они и находят работу, они по закону не могут сразу выходить на работу. Поэтому тут речь идет о чем? Что если вы приравняете теперь граждан Украины в правах и обязанностях, как беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, то они не смогут сразу выходить на работу. Но вы ставите перед собой цель, чтобы большинство граждан Украины устроить на работу. Поэтому это тоже как бы не совпадает с той реальностью, о которой идет речь. То есть мы тут, получается, работать они будут сразу согласно директивы, да, а значит получать пособия будут согласно закону об убежище. То есть, ну, это надо будет очень сильно выкручивать эти изменения, вносить, то есть, ну, хитромудро. Я думаю, что такого не произойдет 100%. Теперь, что касается критики со стороны оппозиционных партий. Партия левых категорически против этих изменений. Представитель партии Клара Бюнгер заявила, что левые будут голосовать против, так как люди бегут из Украины из-за войны и ситуация не изменилась. Она подчеркнула, что нет оснований для дискриминации. Также она осудила попытки сокращения медицинской помощи украинцам как негуманную и подчеркнула, что считает закон не решением, а демонстрацией силы. Ну, я уже говорил, что партия левых такая и зеленых, это такие две партии, они бы сразу бы давали, если бы можно было бы, они сразу бы проголосовали и внесли бы изменения в законодательство Германии, чтобы сразу беженцы получали паспорт Германии. Я думаю, так, если бы такое можно было бы делать, вот они бы за это проголосовали. Схожую позицию заняли и зеленые. По их мнению, правительственная инициатива подыгрывает российской дезинформации о социальном туризме украинцев. Ну, тут, как я не знаю, что это за российская дезинформация, да, но хочу напомнить, что первым, кто высказался об украинцах как о социальных туристах, да, которые приехали в Германию, это Мерц, который сейчас является канцлером. То есть он, получается, подыгрывает российской дезинформации. Ну, по словам зеленых. Понятно, да? Значит, по их мнению, закон этот будет нарушать принцип равенства и приведет к дополнительной нагрузке на местные органы, а не к разгрузке. Особенно пострадают украинские женщины, которые после всего ужаса войны теперь будут наказаны, условно, да, еще и бюрократическим произволом. Нам нужно меньше бюрократии, а не больше. Нам нужна интеграция, а не символическая политика за счет жертв войны, заявила Фелис Палат, эксперт по миграции от партии Зеленых. Ну, с зелеными все понятно, я уже и сказал. Теперь мнение партии АФД. Партия АФД, напротив, поддерживает переход. То есть они проголосуют за изменения в этот закон. И да, они поддерживают, чтобы украинцы получали не бюргергельд, а денежное пособие, которое получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Но считают, что этот переход должен охватывать всех украинцев, а не только вновь прибывших. Это то, о чем я говорил. У меня точно такое же мнение. Потому что будет социальная несправедливость. Одни получают, другие не получают. Хотя это одна категория.
граждан Украины, которые просят и те защиту у Германии. По мнению партии, текущая система нарушает принцип равенства и дает необоснованные привилегии украинцам. Ну, они поддерживают большинство, скажем так, жителей Германии, которые тоже считают, что украинцев приравняли в социальных правах с гражданами Германии, и это несправедливо. Но это так, по сути, по факту и есть. Реформа, ну вот вы представьте себе, сейчас мне тут начнут украинцы писать, вот вы представьте себе, вы гражданин Украины, вы живете в Украине, да, вы там получаете от Украины какие-то блага, да, там, то есть вы, соответственно, эти блага получаете на том основании, что вы социальную помощь, к примеру, хорошую, да, вы там проработали по 20, по 30 лет, живя в Украине, принося пользу. Тут приезжают афганцы, к примеру, и им дают точно такую же социальную помощь. Они ни разу в жизни не работали, даже не знали, где это находится Украина. Ну вот как вы считаете, вы будете считать это справедливым или нет? Вот поставьте себя на место теперь граждан Германии. Вот и все. Ну, ответ очевиден. Ну, нормальный, здравомыслящий человек, у которого мозг нормально работает, он понимает, что это не является социальной справедливостью. Вот и все. Что иностранные граждане, тем более, которые просят убежище, понятно, им надо помогать. Никто не говорит, чтобы не помогать. Но они не должны быть приравнены в социальных правах, как граждане, которые по 20-30 лет отработали. Итог всего этого. Реформа, которая должна была вступить в силу уже с апреля 2025 года, да, по отмене, имеется в виду, денежного пособия Бюргергельд для граждан Украины, она в настоящее время осталась только на уровне высказываний и намерений. И без согласования внутри ведомств разных, между ведомствами, между муниципалитетами и землями, и федеральным правительством, и без реального законопроекта эти изменения в системе выплат выглядят малореалистичными. Вот такая ситуация. Поэтому будем наблюдать за ситуацией, будем смотреть, как быстро будут готовиться эти законодательные изменения. Как только они будут готовы, их в любом случае опубликуют, их еще будут обсуждать и не один раз. Поэтому я думаю, что если это и будет принято, то это будет принято аж к концу 2025 года, а может быть даже и в начале, а может быть и вообще никогда это не примут, и все это ограничится ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот такая ситуация. То есть непонятно. То есть, ну, украинцам пока переживать нечего, и вновь прибывшим как получали Бюргергельд, так и будете дальше это все получать. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.